Всем привет! Сегодня хочу немного рассказать вот об этих замечательных плодах. Это маклюра, еще ее называют адамово яблоко или лжеапельсин, хотя разных названий очень много. Растет маклюра на юге. У нас это Черноморское побережье, Краснодарский край, Крым, на Кавказе можно встретить. Плоды эти абсолютно несъедобны и даже очень ядовиты. Но из них можно получить замечательные лекарственные средства. Вот эти плоды богаты массой полезных веществ и лечебных свойств. Народная медицина уже очень давно использует эти яблоки для лечения различных заболеваний. И рецептов накопилось очень много. И я хочу поделиться ими с вами. Сейчас я буду готовить настойку. Маклюру нужно нарезать. Делать это лучше всего в перчатках, потому что она имеет такой сок. Он очень клейкий. Я бы сравнила его, наверное, даже с какой-то смолой. Вот посмотрите, сразу на ноже остается. Выделяется вот такой белый сок. Вот, собственно говоря, этот сок нам и нужен. Именно в нем все полезные вещества и находятся. Нарезаем на кусочки. И далее нам понадобится спирт медицинский. Его нужно развести пополам с водой. Вот самый оптимальный такой вариант, если у вас получится раствор 50%. Если нет возможности найти медицинский спирт, воспользуйтесь просто хорошей водкой. И заливаем все. По соотношению, если кому-то непонятно, маклюру и в 2 раза меньше, чем раствор этот спиртовой. То есть, допустим, маклюры 300 грамм, значит, водку вы берете 600 грамм. Маклюра 400 грамм, водки 800. Примерно вот так. Все, накрываем крышечкой и оставляем настаиваться в теплом, темном месте. То есть куда-нибудь в шкафчик можете поставить, куда не будут попадать солнечные лучи. Настаиваться она должна минимум 2 месяца. То есть через 2 месяца вы можете уже ей начинать пользоваться. Маклюру доставать не нужно. Она будет и дальше настаиваться. И вот в таком виде ее можно хранить до полугода спокойно. Потом уже, если что-то останется у вас, не используйте, процедите и просто уже будете пользоваться этой настоечкой. По возможности баночку нужно встряхивать. Не обязательно это делать регулярно, просто вот вспомнили, подошли, немножко ее крутанули, встряхнули, просто чтобы помочь процессу. Со временем вы увидите, настойка будет менять цвет. То есть в конечном итоге она может у вас стать даже очень темная, как чайная заварка. Это нормально, не переживайте. Что можно лечить такой настойкой? Вот смотрите, через 2 месяца она у вас уже будет готова. Во-первых, эту настойку можно употреблять внутрь, но повторюсь, что маклюра ядовита, соответственно, принимать с большой осторожностью. Там курс приема начинается буквально с 2 капель в день по нарастающей до 30 капель и потом на снижение. Лечит она множество проблем со здоровьем, начиная просто от повышения иммунитета и вплоть до рака. Но я не советую принимать эту настойку самостоятельно, потому что противопоказания тоже есть. Беременным нельзя, кормящим мамам нельзя, диабетикам нельзя. У кого проблемы с сердцем, тоже с большой осторожностью. С алкоголем сочетать нельзя. С некоторыми лекарствами нельзя совмещать. И дети до 18 лет где-то тоже нельзя. Поэтому просто посоветуйтесь со своим врачом, чтобы не было каких-то негативных последствий. Также настойку можно применять в качестве растирок, именно для наружного применения при различных болезнях суставов. Артриты, ревматизмы, хондрозы, отложение солей, многие травмы какие-нибудь. Просто ватку смочили и больное место помазали. Лучше всего это делать на ночь, намазались и под одеяло отдыхать. Делаем это курсом где-то 2 недели. И лучше не бросать, потому что вы с 3-го раза вот уже почувствуете облегчение, как у нас обычно. Помазались, болеть перестало, и все, бросают, больше уже ничего не мажет. Лучше будет, если вы именно доведете курс до конца. Также, у кого может быть гайморит,
можно турундочки смочить вот в этой настойке и в нос на 15 минут 2 раза в день и в течение недели повторять. Также можно приготовить мазь из маклюры. Для этого нам нужно либо свиной жир, либо можно взять топленое масло. Делаем слой жира, такой достаточно большой, где-то сантиметр, может быть чуть побольше. Маклюру нарезаем вот такими тоненькими долечками и выкладываем слоем. Сверху обязательно еще один слой жира делаем. И вот это все нам нужно под крышку обязательно закупорить. И отправляем либо в духовку на самый-самый маленький огонь, либо можно поставить на водяную баню. То есть также минимальная температура, минимальный нагрев. И она в таком виде должна у нас томиться сутки. Только после этого мазь будет готова. У маклюры очень липкий сок, его потом очень сложно отмыть из доски, вот с ножа и вообще с любых предметов, так же как и с рук, поэтому мы пользуемся перчатками. Отмыть его можно с помощью растительного масла. Прям ваточкой, аккуратненько, аккуратненько, все отмывается. Теперь нам все это нужно процедить. Сразу же можно разлить по баночкам, в которых вам будет удобно хранить. И отправляем в холодильник. Вот такая мазь получилась. Применяется она так же, как и настойка, для растирания больных мест. Плюс можно делать компрессы. Это при мастопатии, при лечении межпозвоночных грыж, ревматизме и многое другое. Также используется при кожных заболеваниях. Экзема, дерматит, лишай, псориаз, чирий, шпоры. При геморрое также. Я оставлю под видео немного информации. Если что-то непонятно, спрашивайте. Если знаю, подскажу. Хотя в интернете сейчас можно все найти более подробно. Ну и, конечно, лучше всего все-таки проконсультироваться со своим врачом. Надеюсь, информация была полезной. Всем спасибо. Будьте здоровы. Пока-пока.